Поздравляю, вы наткнулись на лучший канал с новостями, билдами и гайдами по The First Descendant. В этом видео я расскажу вам все свежие новости о третьем сезоне и обновлениях, которые выйдут до него. Разберем полностью трейлер сезона, последний стрим разработчиков, который прошел несколько дней назад, 12 июня, и ответы разработчиков в их дискорде. У первого микрофона погнали! Это уже второе мое видео на канале о третьем сезоне. Появилось множество новых спойлеров, поэтому я этим видео дополняю свое предыдущее. Ссылку на него найдете в описании. Посмотрите, если хотите знать все о грядущем третьем сезоне игры. Итак, как всегда, будем разбирать все по порядку. Сначала расскажу вам об обновлениях, которые выйдут в июне и июле. Дальше разберем трейлер третьего сезона и подробности, которые разрабы рассказали на последнем стриме. Используйте тайм-коды в описании. Что ж, начинаем. Сперва хочу сказать, что боевой пропуск уже продлили до 7 августа, до выхода третьего сезона. А 19 июня вышло обновление с ядрами для внешних компонентов. Выглядят они как такие шестиугольники. Предназначаются они не для усиления навыков, а для выживаемости вашего потомка. Их можно получить из 400% данжей и сектора Сигма. Так же как с оружейными ядрами, их нужно улучшать до 10 уровня, чтобы получить максимальное усиление. И тут разрабы переживают, что мы, игроки, не будем довольны такими нововведениями без нового контента, как и в случае с добавлением мутагенов. Мол, добавили усиление без новых миссий, нам снова придется проходить все то же самое, что и было раньше, только появятся новые награды. В данном случае ядра для компонентов. В любом случае, разрабы считают это важное нововведение, способствующее выживаемости потомков. Также, в отличие от оружейных ядер, новые ядра можно вставлять во внешние компоненты без так называемого открытия ядра, как в оружии, что упростит нам фарм. Каждый внешний компонент имеет два слота. Один для ядра с ХП и восстановлением, другой для защиты. Также добавили новые ядра для оружий, вот такого интересного цвета. Они повышают характеристики множественного урона. Слоты заменять на оружиях не стали, поскольку игроки могли потерять какие-либо ядра, которые уже вставили в свое оружие. Это было сделано не просто так. В команде разработчиков есть отдельный человек, менеджер комьюнити. Вот он как раз. Его задача видеть отклик сообщества игроков и по этому отклику уже судить, стоит ли вводить какие-либо нововведения в уже существующую структуру. Так что все камни пуляйте в него. Знаете такую штуку, которую недавно разработчики добавили в игру? Испытание в очистке эрозии бездны. Так вот теперь добавили еще испытание перехвата в пучине бездны. В общем, увеличили сложность ледяной девы, самого последнего колосса на данный момент, и добавили ей новых умений. Награды выдадут только в первый раз, когда вы победите колосса, аналогично с испытанием в эрозии. Какие же награды? Цитирую: огромное количество зеленых купонов и место в таблице лидеров. Но если прям действительно огромное количество купонов дадут, то почему бы и не попробовать завалить эту ледяную деву? Я не против. Дальше. Добавили функцию включения и отключения уникальных аксессуаров в кастомизации. Явный пример — крылья сирены. Дожили. Наконец-то. Почему нельзя было это сделать сразу, как только они решили в целом убрать крылья у всех скинов сирены, кроме основного? Непонятно. А я об этом говорил еще 2 месяца назад. Кстати, еще теперь можно отключить металлическую челюсть у Шарен и Джейбера. Давно пора. Следующее, о чем я недавно говорил в своих роликах, теперь можно менять порядок предустановок. Дальше очень полезны, по моему мнению, нововведения в сражениях с колоссами. Теперь, когда вы с кем-либо убиваете колоссов, у вас не будет общего количества возрождений. То есть, допустим, если ваш тиммейт умрет 3 раза, то он не сможет возродиться до конца миссии, в то время как вы спокойно можете умирать еще 2 раза без рисков проигрыша. Также теперь время перед началом миссии занимает всего 10 секунд, и изменили наши спавны на некоторых локациях, где мы убиваем колоссов. Благодаря этому у нас появилось больше времени, чтобы подготовиться и добежать до нужного места. При этом мы будем тратить в целом на фарм колоссов меньше времени. Еще добавили множество незначительных изменений в этом же обновлении 19 июня. Например, рамки и стикеры в фоторежиме. Некоторые доступны бесплатно, а другие придется выбивать в боевом пропуске и различных ивентах, что для меня крайне странно. Почему не дать игрокам сразу все доступные рамки? Тут разрабы, по-моему, немного переборщили. И добавили новый облик вот такого пса для всех потомков и, собственно, для самого нашего пса Лабрадора. А разнообразные купальные костюмы добавят 3 июля. О них подробнее расскажу позже. Также 19 июня началось новое внутриигровое событие «Жаркое лето», которое продлится 1,5 месяца. Нужно просто ежедневно входить в игру. Финальная награда — костюм для
для Инес поклонение. В этот же день вышло другое событие — летняя тренировка. Продлится оно до следующего обновления, до 3 июля. Нужно выполнять ежедневные задания. Каждую неделю они будут обновляться. Начиная со второй недели мы будем получать жетоны первой годовщины. Их можно будет обменять на что-то ценное для фарма и на косметические предметы у Анаис с 3 июля, когда наступит годовщина игры. В этот же день начнется другое событие, в котором можно будет получить еще больше жетонов. И выходит обновление. Также 3 июля. К нему и перейдем. В дополнение к предыдущим событиям, 3 июля выйдет ивент на сайте игры. В нем можно будет заработать не только эти жетоны, но еще и билеты на мероприятия, с помощью которых можно выиграть специальные призы. Например, артбук или набор акриловых сувениров. Не забываем, что в эту дату будет годовщина игры, добавят множество внутриигровых событий и событий на сайте, о чем я только что рассказал. Чтобы быть в курсе всего, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, посвященный игре The First Descendant. Там я максимально быстро могу с вами коммуницировать. Грубо говоря, это просто полезный новостной паблик по игре. Итак, возвращаемся к обновлению 3 июля. В целом, все это обновление будет как подарок нам на годовщину. Сократят количество этапов очистки эрозии бездны с 30 до 10. Обуславливают это тем, чтобы сократить нудный, никому не нужный фарм. Само собой, новый 10 этап будет эквивалентен старому 30. А еще, чтобы снизить утомляемость от однотипного фарма финального 10 этапа, они сделают так, что ежедневно 5 локаций будут сменять друг друга. При том, что валгусы будут всегда одинаковыми. Легион тьмы. Это мне нравится. К тому же разрабы решили еще больше упростить нам фарм оружейных ядер, добавив их в награды при прохождении 400% миссий и сектора Сигма. И еще при улучшении или преобразовании ядер нам нужно будет меньше ресурсов. Также в игре сделают очередной числовой баланс характеристик у потомков. Он будет у Валби, Блэра, Шарен, Глей, Энса и Хейли. А некоторым потомкам сделают улучшения в самом использовании навыков. Например, у Глей уберут штраф медленного передвижения при использовании способностей с бесконечным боезапасом. Увеличат ограничение скорости бега у всех потомков. Раньше ограничение было в 1300 единиц, теперь 1600. Банни спокойно сможет бегать быстрее 1300 единиц. А у Валби отключат фиксированную скорость передвижения при использовании этого навыка. Теперь она сможет быстрее двигаться. В этом же обновлении 3 июля добавят различные купальники для женских потомков и однотипный купальный костюм для мужских. К тому же откроют большой бассейн в Альбионе. Как видно по фото, он будет располагаться на втором спавне. В него добавят множество анимаций. Плавание, разбрызгивание воды и можно будет лежать на шезлонгах. Разработчиков, считаю, нужно поддерживать. Такие скины, конечно, всем нравятся. Я и сам их куплю. Если вы тоже будете брать, перед покупкой рекомендую использовать мой код автора. Ссылку в описании. Также напоминаю о проходящем в данный момент конкурсе костюмов, который продлили до 12 августа. Переходим к обновлению 24 июля. Будет баланс у слабого оружия. Поднимут ДПС до такого же уровня, как у последнего кинжала. Прекрасно. В этой игре наконец вспомнят про другие оружия, кроме самых имбовых. Еще добавят новый классный облик, который покажут в июле. И начнется бета-тест 3 сезона. Проводиться он будет только в Северной Америке с 13 июля. Наконец поговорим о самом 3 сезоне. Опять же, мое видео является дополнением к предыдущему, ссылка на который в описании. Если хотите знать абсолютно все о 3 сезоне, просто посмотрите прошлое видео и текущее. Напоминаю, 3 сезон выходит 7 августа, и сам сезон называется «Прорыв». Итак, погнали. 2 июля на фестивале Descendant Fest покажут кадры игрового процесса 3 сезона. Смотреть буду вместе с вами в прямом эфире на Твиче. Также прямо сейчас за просмотр любых стримов по The First Descendant еще и дают внутриигровые награды. Так что обязательно подписывайтесь. Стримлю практически каждый день, подробности о наградах в описании. Новое событие уже началось, оно не внутриигровое. Нужно совершить предрегистрацию на сайте игры. Ссылку ставил тоже в описании. Когда вы введете данные, на указанную почту придет сообщение о том, что вы зарегистрировались. И в дополнение к этому дадут код, который можно использовать в игре. Использовав этот код, вам выдадут 10 миллионов золота, миллион осколков Койпера и ящик, из которого можно на выбор получить любого обычного потомка, кроме Сирены, Инес и Киллана. Имейте в виду, что электронные почты с доменом .ru сайт не принимает. Используйте Gmail, Google почту. Если количество предрегистрации превысит миллион пользователей, нам дадут ящик с выбором суперпотомка, Веса, Аякс или Лепик, ну и другие различные классные плюшки. Поэтому регистрируйтесь, опять же, ссылка в описании. Итак, на прошедшем стриме разрабы показали несколько кадров из 3 сезона. Давайте по ним пройдемся. Здесь мы видим Инес на ховербайке, которая мчится по Аксиону. Директор игры поделился историей создания ховербайка. Команда думала, какой байк сделать, с колесами или парящий. И когда директор увидел концепт парящего байка, но увидел, как потомок сидит в необычном позе, почти всем телом прижимаясь к нему, он понял, что именно парящий байк должен быть в игре. Теперь мы понимаем, что директор игры
тот еще шалун. Понятно, почему все скины в игре такие, можно сказать, свободные и чрезмерно удобные для потомков. Я вот еще думаю, а почему бы разрабам не сделать также байк на колесах? Зачем выбирать одно, если можно сразу оба? Я понимаю, что физика и механика у байков будет совершенно разные, и нужно будет потратить кучу времени на внедрение их обоих, но почему бы нет? Чисто для разнообразия. Ладно, в целом не важно. Сам по себе ховербайк довольно классная тема в игре, поэтому я рад, что он появится. Кстати, если вы хотите обсудить любую тему, что услышали в этом ролике, просто напишите тайм-код в комментариях, вместе порассуждаем. Давайте дальше. В Аксионе добавят новые миссии. Они будут называться Поле битвы. Battlefield. Каждые 2 часа одна из полевых миссий будут становиться как раз таки этим полем битвы. В нем будут появляться более сильные враги с более ценными наградами. Поэтому мы будем кататься на ховербайках по всему огромному Аксиону, уделяя внимание этим полям битвы. Кроме того, на полях будут ускоряющие площадки и трамплины. И вот показали другой тип ховербайков. Всего их будет 3. Базовый, который сразу дадут всем, сбалансированный и ускоренный, который вы видите на экране. Чтобы получить последние 2, как я говорил в предыдущем ролике, нужно будет их фармить в том же Аксионе. Само собой, мы сможем всячески их раскрашивать как захотим. В самом Аксионе будет динамическая смена погоды и времени суток. Погода может быть как облачной, так и дождливой. А когда будет появляться разрушитель во время нового события рейд с 8 игроками, о котором я более подробно говорил в прошлом ролике, мы заметим вот такие изменения окружающей среды, показывающие, что скоро начнется сам рейд. Специально огромная постройка стоит в середине изображения не просто так. Как раз такие человеческие технологии позволили сфокусировать брешь эрозии бездны в центре этой постройки, чтобы новые огромные колоссы не гуляли где попало по Аксиону. Насчет рейда. Чтобы присоединиться к миссии и начать валить этого мега-колосса разрушителя стен, нужно будет специально подойти ко входу постройки в определенное время с другими игроками. Даже если не наберется 8 человек, рейд начнется. Но скорее всего разрушитель будет слабее при малом количестве игроков. Как я и говорил в прошлом ролике, этот колосс будет в 2 раза выше любого другого. Из-за объема он будет казаться еще больше. Его атаки будут мощные, но медленные, поэтому нам придется быстро на ховербайках кружить вокруг него. Теперь насчет наград с рейдом. Эта миссия будет самой важной для фарма в 3-м сезоне. И поскольку с этим боссом можно сражаться только в определенное время, а не когда вы захотели, награды будут соответствующие достойными. Кроме того, каждую неделю на всем сервере будет цель с определенным количеством убийств разрушителя. Если мы игроки справимся с этой целью, нам дадут полезные награды, такие как сокращение времени исследования у Анаис и буст опыта настройки Архи. Насчет сокращения времени исследования. По-видимому, в игру добавят бесплатные специальные ускорители времени исследования, которые можно будет получать также в различных ивентах. Теперь у нас будет возможность ускорять исследования у Анаис не только донатом, но и такими бустами. Отлично. Перейдем к полю битвы в Аксионе. Как раз таки тут появятся новые валгусы, Легион Разлома, о которых я рассказывал в прошлом видео. У них будут отличительные механики. Например, они все будут управляться всего одним существом типа предводителем, если конкретнее классом разлома. Ключевая особенность Легиона в том, что при смерти одного из монстров информация о навыке, использованном против него, будет передаваться другим валгусам, и они будут спавнить более подходящих монстров с сопротивлением именно к этой стихии. Например, с сопротивлением к огню или холоду, что мы видим на картинке. Тем самым Легион Разлома будет связан друг с другом, как отдельная сеть врагов. Поэтому лучше всего будет объединяться с другими игроками, чтобы атаковать валгусов разными стихиями. А еще можно просто уничтожить врата, из которых исполнятся валгусы. Для этого нужно будет использовать либо специальные навыки, либо оружие, которое можно будет найти по всему Аксиону. Дальше нам показывают и еще новых валгусов, штурмовиков, которые будут прыгать к нам с таких кораблей. Если же мы успеем сбить эти корабли, монстры не успеют появиться на поле боя, и нам дадут полностью все награды с корабля. Тем самым мы ничего не потеряем, если будем быстро сбивать все корабли. Также появятся новые монстры, шиповики, или же спайкеры, 6 метров в высоту. Это не колосс, просто сильный монстр. Он будет появляться во время обычных миссий и атаковать нас вместе с другими врагами. Добавят триггерные модули, например таран. Он будет активироваться, когда вы наносите урон определенными типами навыков, такими как
столкновение. Подробнее о типах расскажу чуть позже. После срабатывания модуля под целью активируется ударная волна диаметром 12 метров, которая оглушает ее и снижает защиту. Еще один триггерный модуль — редактор преобразования частиц. Он активируется, когда вы используете навыки усиления, лечения или снабжения, чтобы усилить или вылечить союзников. На них появляется турель, которая стреляет лучами и атакует ближайших врагов. Чтобы эти модули сработали, у потомков должны быть определенные типы навыков, поэтому разрабы добавили теги, чтобы мы понимали тип навыка. Например, у Аякса есть навык прыжок в бездну, а значит есть теги столкновение, нейтрализация, усиление союзников. Таким образом, Аякс может использовать оба модуля, как таран, так и редактор преобразования частиц. Эти модули разнообразят наши сборки, и их можно будет выбить также в Аксионе. Давайте покажу теперь вам календарь выхода обновлений в 3-м сезоне. Сам сезон первого обновления выйдет 7 августа, и каждый месяц будут выходить другие масштабные обновления. Итак, 7 августа выйдет локация Аксион, новый потомок Нел, сюжет первого эпизода, разрушитель стен, ну или какой-нибудь стенолом. Посмотрим, как наши локализаторы его обзовут. А ими я крайне недоволен на самом деле. Постоянно ошибки совершают, переводят одиночные навыки где-то как сингулярные, а где-то как навыки слияния. Потом новички не могут допереть, что оказывается не существует никаких сингулярных навыков. Это наши локализаторы решили добавить творческий перевод туда, куда не нужно. Спасибо. Так, о чем это я? Точно. Еще добавят 7 августа ховербайки, нового колосса в пучине бездны после ледяной девы, а именно улучшенную версию висельника. Добавят триггерные модули, золотые оружия, костюмы из игры Nier Automata и улучшение игрового процесса. 4 сентября добавят комнату отдыха, лаунж, супер луну, ее историю и нового питомца Хаски. 1 октября добавят новый данж, мечи с модулями на них и нового колосса после висельника, улучшенную версию расплавленного столпа черепахи. В ноябре выйдет 2-й эпизод сезона. С ним добавят новый сюжет, новый данж, нового потомка, новый тип модулей, торговлю и будет новая коллаборация. Надеюсь, какой-нибудь игрой по типу Stellar Blade. А под конец года, в декабре, выйдет еще один новый данж, Супер Юджин, его история и опять же новый колосс в пучине бездны, улучшенный вариант смерти ловчего. Теперь давайте разберем трейлер 3-го сезона, после чего я расскажу вам об ответах на самые интересные вопросы, которые игроки задавали разработчикам в Дискорде. Поехали. Сперва хочу выразить огромный респект разрабам за такие действительно классные кинематографичные ролики. Даже права выкупили на эту песню. Я прям кайфанул при просмотре трейлера, когда он только вышел. Кстати, на Твиче в прямом эфире вместе с подписчиками мы смотрели. Вы тоже подписывайтесь. Можно сказать, эти ролики прям фишка игры. Сравнивая трейлер 3-го сезона Потомка и других трейлеров, которые показали на летнем фесте, Descendant занял, пожалуй, лучшую позицию. Итак, довольно слов, давайте разбирать. Сцену открывает новый колосс Крушитель стен в локации Аксион. Постройки очень похожи на Альбион, так что возможно Аксион будет прям граничить с Альбионом. Дальше видим Нел, помощницу Альфа, нашего командира. Происходят сюжетные страшные события в нашей игре, которые сильно влияют на Нел, из-за чего она получает силы Архи и становится потомком в будущем. Если вы смотрели мой предыдущий ролик с новостями, то могли вспомнить этот кадр, в котором видно, как Нел еще в обычном своем костюме теряет Альфу. Пытается телекинезом его забрать у главного злодея игры Карелла. Его теряет, впадает в депрессию. И при таком ужасном эмоциональном состоянии у нее открывается Арха. Она получает силы и становится тоже потомком. Если что, это все лично мое мнение насчет увиденного, учитывая то, что я довольно много знаю контекста этой игры и всех новостей. Считайте это фанатской теорией. Когда выйдет сезон, посмотрим, подтвердятся ли мои предположения. Думаю, 50% только верны будут. С каждым обновлением игра становится все более интересной и непредсказуемой. Музыка на протяжении всего трейлера добавляет грустное настроение сюжета 3-го сезона. А здесь, вероятно, новый колосс крушит Альбион, за который потомки будут мстить в Аксионе. На следующем кадре мы видим девушку с различными ранами, которая депрессует после боя в комнате отдыха, лаунжа, которую добавят 4 сентября. На девушке, кстати, пижама, которую также добавят вместе с лаунжем. Эта девушка больше похожа на Инес, чем на Нел. Дальше покажут ее костюм. А этот костюм носит именно Инес. Мне кажется, разрабы сделали ей другую прическу, чтобы ввести нас в заблуждение. Дальше видим Банни в Альбионе, в котором и произошло нечто страшное, какие-то разрушения. Но с виду вроде сам Альбион цел. Возможно, только умер кто-то важный или его похитили. Следующий кадр, опять же, Инес, которая перекрасила свои волосы и надевает свой костюм. Если бы это была Нел, мы бы увидели вот такой костюм, как на обложках 3-го сезона в различных соцсетях игры. А плаща никакого нет, и застегивать ей там нечего, под плащом у нее вот такая кофта. Следующий кадр, Лепик, готовящийся к бою. Все собираются
собираются силами, чтобы дать отпор и отомстить. Он сидит на заставе в Аксионе, на обычном ховербайке. Следующий кадр, снова Инес, как раз в своем костюме и с интересным ракурсом. Такое нам нравится. Следующие кадры Эсьема и Юджин. Инес на ускоренном типе ховербайка, вот этот красный который. Дальше показывают ее с неожиданно милой стороны, что я сначала даже не понял, что это вообще Инес. Как мы видим, она переживает эмоциональную боль. Такая боль обычно связана с утратой близкого. Она дружила только с Килланом, поэтому не особо понятно ее грустное состояние. Но зато на этом кадре точно можно понять, что девушка в костюме Инес по этой металлической вставке. Мчит Инес на ховербайке к крушителю. На секунду показывают Лепика. И снова Инес в аксионе с новыми валгусами. Одного из них она сбивает ховербайком, а в других стреляет пушкой прямо с него же. На пару секунд показывают, как Эсьема с Юджином тоже гонят на ховербайках. И тут вдруг Инес уже сидит не на ускоренном красном байке, а на обычном. Думаю, это просто какая-то недоработка. Но и в целом все 4 потомка Инес, Лепик, Эсьема и Юджин сражаются с разрушителем. Лепик использует крюкошку прямо с ховербайка, а сам байк падает на землю и взрывается. В 3-м сезоне как раз это все и должны реализовать. Тут Инес снова меняет цвет и тип ховербайка на ускоренный. Видна недавно добавленная так называемая динамическая анимация физика попы. На следующем кадре мы видим опять же либо Инес, либо Нелл, которая стоит в центре последствий атаки нового колосса, и Карелла, которые напали на людей. В реальности видно еще и окружающую среду вокруг Альбион. Но в ее голове есть только пустота и эти трупы. Но возможно в этом моменте Нелл и получает силы. А если это Инес, то понятно, почему она была вся заплаканная на прошлых кадрах. Показывает ее в белом платье, можно даже сказать в ночнушке, которую, надеюсь, мы когда-нибудь увидим в игре. Эта ночнушка заляпана кровью. Судя по размерам груди, это все-таки Нелл. Она поворачивается, и кадр меняется на ее же глаз. Цвет глаза действительно такой же, как у Нелл. У Инес же глаза серо-голубые. Данный кинематографичный эффект показывает, куда она смотрит, на Альфу. Судя по таким звукам, создается впечатление, что именно Альфа виновен в смерти стольких людей. Не просто так, ведь у него до сих пор не появилась Арха. Может, он вообще тоже злодеем станет. Увидим. А на следующем кадре как раз и показывают Нелл в своем новом костюме. Капли дождя, зависающие в воздухе, говорят нам о ее способностях, а именно телекинез. Разбор трейлера получился дольше, чем я ожидал. Ну да ладно. Если у вас есть свое видение трейлера, подискутируем в комментариях. Наконец перейдем к ответам на вопросы. Я не буду зачитывать каждый вопрос, это будет слишком нудно и скучно. Давайте просто расскажу вам все самое интересное. С выходом 3-го сезона мутагены можно будет фармить еще и в Аксионе. Всячески разнообразят фарминг, чтобы игроки не теряли интерес к игре. Например, в том же Аксионе кучу всего добавят, о чем я говорил. В новой локации будет не только фарм новейших предметов, но и старых. Например, обычных чертежей для потомков. Это пригодится новым игрокам. Теперь можно будет просто сосредоточиться на основном контенте, получая основную часть того, что новичкам необходимо. Для тех игроков, кто уже все прошел и в данный момент занимается лишь фармом колоссов в пучине бездны и улучшением потомков, добавят новые активности для времяпровождения. Как раз таки это поле битвы, Battlefield, рейды и новые колоссы в пучине. Улучшенные варианты висельника, расплавленного столпа и смерти ловчего, которых ранее не было в пучине бездны. Еще ведь 19 июня добавили испытания в пучине бездны, так что для игроков, которые уже все прошли, которые находятся на финальной стадии игры, так называемый эндгейм, расширится контент. Дальше рассказали об улучшении фарма. Они пересматривают способ открытия аморфных материалов в перехвате бездны, то есть у колоссов. Цель в том, чтобы бои с этими колоссами больше не были обязательными для получения чертежей. Как только это будет сделано, они полностью пересмотрят сложность сражений с колоссами, поскольку понимают, что мы тратим кучу времени не на само сражение с колоссом, а тупо на загрузку. Они обсуждают несколько возможных подходов к этому. Например, режим, в котором игроки сражаются в нескольких боях подряд, или система, в которой можно будет настраивать сложность и ценность наград. То есть не нужно будет десятки раз убивать колосс. Вместо этого его можно будет усилить в 10 раз, и он даст столько же ресурсов, как при убийстве 10. По мне это хорошее нововведение, поскольку колоссы должны быть действительно сильными, чтобы мы использовали разные механики для их убийства. Например, сбивать их детали, чтобы нанести много урона. А то странно выглядит, когда такой жуткий огромный колосс умирает за секунду от одного выстрела. Действительно лучше его усилить и дать много наград. Уверен, это будет куда интереснее, чем есть сейчас. Еще далее чуть больше информации насчет баланса. Если некоторые потомки после него
все так же не смогут справиться с контентом третьего сезона, им добавят больше силы. Теперь насчет дочери Глей, Ди. В этом году ее не введут в качестве игрового потомка. Разработчики считают, ей нужно больше сюжетного развития, но зато сказали, что уже работают над добавлением другого неожиданного потомка. Как мы помним из дорожной карты, в ноябре с выходом второго эпизода как раз и добавят этого потомка. Также они работают над проблемой с АФК игроками на миссиях и работают над оптимизацией. Рассказали насчет динамической анимации, то есть физики груди и попок. Анимацию всячески постоянно улучшают, чтобы она казалась более реалистичной. Еще анимация на разных костюмах будет также разная. Будут учитывать материал костюмов на потомках. Например, где есть металлические ставки или где просто ткань. В конце говорят, что больше нового мы узнаем на фестивале The First Descendant 2 июля во время годовщины игры. Покажут различные ролики с геймплеем. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на канал, на телеграм и перед покупкой скинов не забывайте использовать мой код автора в описании ролика. А еще подписывайтесь на мой Twitch, там я стримлю практически ежедневно и качаю билды для роликов в прямом эфире. Не забываем, что за просмотр стримов сейчас дают награды, так что залетайте. Ваша поддержка очень важна для того, чтобы я мог продолжать делать подобные видео с билдами и гайдами. Так что если есть у кого возможность, я буду рад любому, пусть даже незначительному донату, чтобы повысить не только скорость выхода роликов, но еще их качество, покупкой хорошего микрофона, улучшением характеристик ПК и так далее. Либо можно просто карты банковские заказать и сделать покупку в любом магазине. Этим вы тоже меня сильно поддержите. Все ссылки найдете в описании. Увидимся.